Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Как проще всего спастись от жары, тем более если эта жара африканская. Конечно же, вырыть норку поглубже и наслаждаться прохладой в теньке. Именно в этом преуспел наш сегодняшний гость. Встречайте роющую лягушку, она же африканская лягушка-бык или лягушка-водонос, вид крупных, бесхвостых земноводных, обитающих в Африке. Африканская бычья лягушка обзавелась пропиской в Африке южнее Сахары. Причем это бестия населяет совершенно разные природные ландшафты и приспособлена к различным климатическим условиям. Роющая лягушка одинаково хорошо себя чувствует как в засушливых саваннах и полупустынях, так и в болотистой местности, вблизи озер и прудов. Неудивительно, что этих земноводных быков на Черном континенте можно встретить даже в пустыне Калахари. Они способны пережить многолетнюю засуху, прячась в подземных убежищах. Для этого лягушки-водоносы концентрируют в своем мочевом пузыре до 500 грамм влаги и с таким запасом впадают в спячку. Собственно, таскать с собой пол-литра воды роющим лягушкам помогает их огромность. Средняя длина тела лягушки-быка достигает 25 сантиметров, а вес особо крупных особей достигает 1,5 килограммов. У африканок наблюдается половой диморфизм. Самцы крупнее самок, голова большая, с широким ртом, зрачки горизонтальные, передние и задние конечности очень мускулистые. Плавательные перепонки, как у остальных лягух, между пальцами почти не развиты. В меню этих земноводных гигантов входит преимущественно белковая пища. Да, этих водоносов скорее можно отнести к хищникам. Охотится роющая лягушка преимущественно в темное время суток. От ее прожорливости не удается спастись небольшим змеям, крысам, мышам, другим лягушкам и даже птицам. Как настоящие хищные животинки, роющие лягушки питаются только живой и свежепойманной добычей. При этом не стесняются пожирать молодых животных своего же вида или близкородственного, что в народе называется каннибализмом. Кстати, в отличие от других сородичей, реагирующих только на движущийся корм, роющая лягушка с жадностью бросается так и на неподвижный корм. Челюсти у нее мощные, и разжать их практически невозможно. После первого же дождя хитрецы-мясоеды выбираются на поверхность и незамедлительно приступают к размножению. Жаждущие продолжения рода самцы собираются в каком-либо близлежащем водоеме и с нетерпением ожидают прибытия самочек. Каждый претендент на женскую благосклонность занимает небольшой участок, который приходится постоянно защищать от конкурентов. Самцы кусаются и отталкивают друг друга задними конечностями, оглушая окрестности своими воплями. Драки нередко заканчиваются смертью одного из дуэлянтов. Лучшие центральные места достаются самым крупным и опытным, а молодежь вынуждена ютиться по краям водоема. Девушки же всегда пробираются в центр, игнорируя несчастных, низкорослых бедолаг. Икру дамы откладывают на мелководье, которую и оплодотворяют доминантные альфа-самцы. Кладки обычно бывают от 3000 до 4000 икринок. Отложив яйца, лягухи сразу же покидают поле боя. Вся забота о подрастающем поколении ложится на крепкие мужские плечи. Самец 2-3 дня бдительно охраняет кладку. Например, в случае пересыхания выводковой ямы папаша
прокапывает ров и пускает в нее воду из другой уцелевшей лужи. Личинки первое время питаются содержимым желточных мешочков, а потом переходят на пищу животного происхождения. Они поедают насекомых, мелкую рыбешку, червей и улиток. Чадолюбивый отец в течение 3-4 недель оберегает своих головастиков вплоть до их превращений в юных лягушат. После окончания сезона дождей они благоразумно закапываются в землю, образуя вокруг себя некое подобие непроницаемого кокона из выделяющейся из их кожных желез слизи. Однако не все так радужно, и у некоторых папаш чувство голода побеждает родительские инстинкты, поэтому они с аппетитом уплетают своих отпрысков. Главным естественным врагом лягушек-быков являются пеликаны и нильские вараны, но наши сегодняшние гости довольно смелые лягушки, и в случае угрозы они смело бросаются на врага, прыгая и больно кусаясь. При этом они издают громкие звуки, напоминающие рев крупного рогатого скота. Кстати, последние 30 лет этот вид пользуется повышенным интересом среди любителей экзотических животных, потому что этот большой мальчик хорошо переносит содержание в неволе и славится отменным аппетитом. К тому же домашние африканские лягушки-быки нередко живут по 35 лет, а зафиксированный рекорд целых 45. Таким образом, это самое долгоживущее бесхвостое земноводное и после китайской исполинской саламандры вообще самое долгоживущее земноводное. Кстати, ролик про исполинскую саламандру тоже есть. А вы бы хотели завести дома такого земноводного плотоядного гиганта? Ну, например, вместо вашего барсика? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!